Братишки и сестренки, у нас наконец-то родился патч глубин бездны под номером 6, который будет символично залит на лайв-сервера 6 числа, в понедельник. Обновой с дополнением и изменением фракционных активностей Королевского континента так и не пахнет на данный момент. Зато нам добавят статуи победителей 27 сезона, без которых я и не знал, как играть в Альбион, а также баланс боевых маунтов и боевой баланс с возможным изменением ЗВЗ меты. Знаете, по моему субъективному мнению, патч собирали на коленке и на тестовом он тестировался всего 4 дня. А значит, ожидаем новых сюрпризов с багами, реконнектами и новой волной отключения серверов на устранение завезенных ошибок. А возможно, ребята постараются и у нас не будет вообще никаких проблем. И можно будет радоваться, что ребята нашли баланс между скоростью патчей и их качеством. Но давайте обо всем по порядку. Всем позитивного времени суток, вы на канале EvilSoft и мы начинаем. Во-первых, в зале завоевателей будут установлены статуи в честь победителей Cool 8, All Rise и Statement. Поздравляем победившие гильдии, молодцы ребята, топили до победного. Касательно изменений на карте мира, карте региона и мини-карте теперь одинаково отображается название региона, тип зоны и уровень региона. Ведь я же и не знал, в какой тир локации буду переходить, и это было жизненно необходимо. Сарказм, кто не понял. Зато будет немного удобнее по сути. Теперь в большинстве интерфейсов можно нажать на название игрока, гильдии или альянса, чтобы открыть меню с их подробной информацией. Ок, спасибо, наверное. Во-вторых, исправление заклинаний. Змеиный взгляд. Посох неподвижного взгляда. Исправлена ошибка, из-за которой цель не оглушалась должным образом при попадании во время подготовки. Двойственность природы. Кузнечный посох. Исправлена ошибка, из-за которой цели с иммунитетом к контролю толпы иногда могли быть обездвижены. Стремительный разрез. Ботинки убийцы. Исправлена ошибка, из-за которой урон не наносился игрокам в седле. Душевная встряска. Искатель Грааля. Наконец, исправили описание в соответствии с реальностью. В описании заклинания теперь правильно указано, что время перезарядки удваивается после повторного применения. Синий факел теперь увеличивает бонусный урон, как и предполагалось ранее. Ведь разработчики не могут сказать, что они добавили изначально не особо полезный, скажем так, девайс в игру. Теперь касательно всеми любимого баланса. У ветки мистиков способность магический удар. Дальность применения была увеличена с 13 до 14 метров. Ветка луков. Способность зачарованный колчан у простого соло лука была слишком имбовой и вновь подверглась порезке, получив снижение урона с 235% до 220% по противникам, что будут находиться в радиусе 6 метров. У всех луков на Q способности мультивыстрел получит порезку урона на 9%, но вместе с тем замедление способности теперь больше не триггерит на противнике устойчивость к контролю при повторном применении. Ветку кинжалов также не обошли стороной. Вестники смерти, как ни странно, оказалось весьма эффективны в PvP 1 на 1. А главное, разрабы заметили это своевременно. И их решили немножко забалансить. Ее способность призрачный удар получили порезку урона на 3%. Это, конечно же, в корне изменит ситуацию, и другие дайгера сразу же заиграют новыми красками. Ветка огненных посохов также получит праведный баланс разраба. Адский посох хотят сделать новой имбой. Ее способность поджог попала под фестиваль небывалой щедрости с получением увеличения времени страха на 0,25%. И теперь продолжительность которого составляет 1,5 секунды. Так и видно новую имбу парных врат. Посох огненного странника, оказывается, стал слишком востребован из всей ветки, и чтобы повысить привлекательность других посохов, его Е-способность самовозгорания решено немножко подчикать. Ударный урон снижен на 5%. А вот ветку фростов, по мнению разрабов, нехило так бахнут. У всех морозных посохов Q-способность укус стужи получит увеличение стака зарядов укуса стужи на 0,5 секунд и будет составлять 3 секунды. У ветки молотов чекан и его Е-способность разлом земли получит увеличение расстояния применения с 16 до 20 метров. А вот сосед чекана по ветке возможно заиграет новыми красками. Молоты кузни и их Е-способность поступ гиганта получит значительное повышение сопротивления урону и выравнивание бафа к соотношении к броне и магическому сопротивлению.
У ветки посохов был апнут парный призрачный клинок. Теперь его Е-способность призрачный двойник получит увеличение времени перезарядки многократных применений с 0 до 1 секунды. Но вместе с тем время действия многократных применений будет увеличено с 4 до 5 секунд. А также добавится новый эффект. Повторное применение больше не удаляет существующую область. У ветки оборотней намечается праздник. Непреодолимый посох, по словам разработчиков, решено вывести на новый уровень и дать возможность не только активно играться в 5 на 5, потому его вроде как апнули. По мнению разраба, способность цветущий саженец убрано увеличение получаемого исцеления на 10%. Вместо этого добавлено увеличение максимального и текущего здоровья на 10%. Но вместе с тем аура, что увеличивает здоровье союзников в форме дерева, получила порезку бафа, что увеличивал здоровье союзников на 10%. Порезали на 2%, и теперь мы апаем здоровье тех самых союзников всего на 8%. Как думаете, получит данный посох более расширенное распространение или же нет? Пишите в комментариях, мне будет интересно. Посох неподвижного взгляда получит порезку снижения урона противника на 10% и будет составлять 70%, а также получит новый эффект. Ему будет добавлено 70% снижение эффективности лечения. Дайте 3 в каждую руку, особенно под заливку союзников. У всех посохов оборотня способность сдвиг позиций. Получит увеличение времени восстановления на 3 секунды и будет составлять теперь 18 секунд. У всей ветки копий по типу мультивыстрела Q способность стремительный выпад, и его замедление режется только текущим сопротивлением контролю и также не триггерит баф за повторное применение контроля на противника. Куртка туманного охотника слишком имбовала как в 1 на 1, так и в ЗВЗ, по мнению разраба. Потому способность облака тумана решено порезать увеличение времени восстановления на 5 секунд, с 45 до 50 секунд. Похоже, в группиках хилы также не сильно активно ее теперь будут использовать. Боевые маунты, перечень порезок и апов сможете посмотреть на официальной странице форума. Ссылочки, как всегда, будут в описании. Нас ожидает порезка скорости передвижения у боевых кристальных маунтов, порезка у одних и ап у других количество здоровья. Вот таким вот будет новый патч глубин бездны под номером 6. На самом деле достаточно полезных и здравых обновлений. Как минимум отмена порезки контроля на 10% замедления у некоторых способностей. Но с другой стороны, у некоторых способностей просто создание суеты ради суеты по сути. У третьих и вовсе, думаю, будет порезка в новой обнове, что будет в грядущем. А что думаете по этому поводу вы? Пишите в комментариях свои дополнения, предложения и мнения. А можем там с вами, как всегда, просто пообщаться, либо что-то обсудить. К примеру, данный патч. Как всегда, отвечаю на все комментарии. Приятной нам игры и позитива в процессе. Всех братишек и сестренок по-братски обнял и приподнял. До новых встреч!